Отказаться от старой привычки, начать новое дело, переехать. Это нелегко, даже если мы уверены, что в скором будущем нам станет гораздо лучше. Как облегчить себе первый шаг? Сегодня предприниматель и блогер Джеймс Клир поделится с нами своим опытом. Перемены всегда даются тяжело, и еще тяжелее, когда это большие перемены. Разрыв с любимым человеком, увольнение с работы, начало собственного бизнеса и другие ситуации, когда нужно сделать сложный выбор. Но даже если очевидно, что перемены принесут пользу, осуществить их бывает непросто. И вот почему. Во-первых, мы переживаем. Откуда нам знать, правильное ли решение мы приняли? Во-вторых, нам хотелось бы знать больше. Как можно принять решение, не владея всей информацией, согласны? И в-третьих, мы чувствуем, что застряли. Как преодолеть страх и двигаться дальше, делая то, что хочется? Конечно, у меня нет ответов на все вопросы, но есть 7 подсказок, которые Джеймс Клир для нас составил. Эти подсказки помогут решиться на перемены. Итак, поехали. Смиритесь с отсутствием полной информации. Мы часто избегаем принятия решений только потому, что хотим знать больше, прежде чем сделать следующий шаг. Да, конечно, нужно изучить все детали, но вам придется ждать очень долго, ожидая кристально ясный ответ. Жизнь – это череда вопросов, ошибок и исправлений. Примите лучшее решение, которое вы можете принять в этот конкретный момент, и продолжайте двигаться вперед. Начните доверять себе. Мы находим разные отговорки, чтобы избежать перемен, но основное ограничение в недоверии самим себе. Мы боимся, что, оказавшись в новой ситуации, не будем знать, что делать или как реагировать. Нас беспокоит, что будет трудно справиться на неизведанной территории будущего. Верьте в себя. Вы же как-то справлялись с неожиданностями до этого. Например, когда лопнула шина по пути на работу. Чем это закончилось? Или когда вы неожиданно упали. В конце концов, вы же сейчас в порядке. Найдите смелость доверять себе. Неважно, что произойдет. Вы обязательно разберетесь, что с этим делать. Представьте худший исход событий. Как и ревность, большинство страхов живут лишь в голове. Когда вы представите худший вариант развития событий, то поймете, что очень мало рисков, от которых вы не сможете оправиться. Не обязательно менять мир прямо сейчас. Нужно лишь добиться перемен в собственном мире. Спросите себя, что самое плохое может случиться, если я это сделаю? Осознав, что даже худшее не так страшно, вы будете готовы преодолеть это и шагнуть навстречу переменам. Цените процесс так же, как и результат. Мы настолько поглощены результатами, что переживаем. Вдруг, направляясь к большой цели, так и не достигнем финишной черты. На самом деле, у нас есть полное право передумать. Даже больше. Если вы не достигли цели, это не означает, что вы проиграли. Вы сами поставили эту цель. Это был ваш выбор. Вы вправе на полпути поменять ее. Провал – не место назначения, так же, как и успех. Наслаждайтесь процессом движения вперед. Продолжайте следовать за возможностями. Если вы на грани принятия решения, возможно, вы опасаетесь оказаться в ситуации, из которой не будет выхода. Думайте об этом по-другому. Новые альтернативы редко ограничивают, скорее наоборот. Один из самых приятных моментов, когда вы изо дня в день преследуете цель, перед вами открываются новые возможности, о которых вы и подумать не могли ранее. Если вы не упускаете их по пути, можете быть уверены, у вас всегда будет выбор. Прикладывайте усилия, это важно. Это кажется элементарным, но одна из основных причин, почему перемены не случаются, мы попросту даже и не пытаемся. Ведь так легко придумать отговорки, почему мы не можем получить желаемое. Зачем мы постоянно придумываем отговорки? Мы боимся, что провал сделает нас неудачниками. А вот если не будем пытаться, то можем списать все на лень. Преодолейте это. Неудачи случаются с каждым. Если вы рискнете, а большинство людей даже не пытаются, то вы в любом из случаев выиграете гораздо больше, чем предполагаете. Начните с чего-нибудь осуществимого. Согласитесь, вы не сможете взобраться на Эверест, если не начнете тренироваться заранее. Возможно, поиск работы мечты пугает. С чего начать прямо сегодня?
Например, поговорить с кем-то, кто уже работает на такой позиции. Узнайте, что делает этого человека успешным. Возможно, вам нужно будет усовершенствовать свои навыки, чтобы отвечать нужным требованиям. Не обязательно менять мир прямо сейчас, нужно лишь добиться перемен в собственном мире. Важно лишь начать. Пример с работой – это аналогия. Вы можете сюда подставить, в принципе, любую свою жизненную ситуацию. И если не знаете, с чего начать, начните с самого маленького шага, который вы можете предпринять. Да, решиться на перемены сложно, но куда хуже не предпринимать никаких действий вовсе. Верьте себе, верьте в себя и не бойтесь ошибаться. А если вдруг на пути к цели падаете, без промедления и жалости к себе, вставайте и продолжайте двигаться вперед.